общем, вот такая палитра нам нужна. Вот такая, вот такая. А с обратной стороны это высохшая. Берем голубую красочку и закрашиваем вот так верхушку неба. Чуть-чуть водички. Давайте сразу себя отделим, докуда мы это делаем. Вот у нас будет бугор где-то вот здесь. И вот это вот все можно смело сейчас закрасить голубым. Давайте себе упростим эту работу, все закрасим голубым. А потом разделим это на небо и море. Стройка. Придется тебе немножко приглушить. За окном у нас строит садик. Вот так вот мы все закрашиваем. Закрашиваем. Чуть-чуть воды, желательно такими горизонтальными мазочками в одном направлении. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Теперь, смотрите, легким движением синей краски мы разделяем это на небо и море. Небо больше, море меньше. Вот где-то вот здесь у меня будет море. Желательно ровненько это сделать. Вот добавить вот так синего, да. И синим вниз сделать оттяжечку. Вдалеке у нас море будет чуть-чуть понасыщеннее, чуть-чуть такой ультрамарин, очень морской цвет на самом деле. Этот темный синий. И вот к низу мы так его растянули, растерли. Но не забывайте, что вот линия горизонта желательно должна остаться. Теперь, чтобы это все превратилось немножечко в море, чуть-чуть желтинки, и появится легкая бирюзовость, легкая зеленца. Вот голубой беру с желтым. И еще так вмешиваю. Да, вам хорошо видно там в темноте. Вот так голубой вмешиваю. И получаю легкую зелень. Сейчас у меня не легкая зелень, но это не страшно, да, ее всегда можно немножечко успокоить, например, голубым. Вымываю кисть, беру немного белого, вот так вот от низа добавляю белого, каких-то, во-первых, волн. Снизу начинаю, и наверх они сходят на нет, да. Вот. А во-вторых, раскрывается где-то такой морской бирюзовый цвет, пока он выглядит грязным, а с белым он как-то выдает такую именно грязноватенькую бирюзу. Вот и мне еще хочется кое-где синенького добавить, такими полосами, более насыщенного. Вот такое море. Теперь смотрите, этой же кистью я беру беленький и от низа неба немножечко наверх оттягиваю белой красочкой, да. Мое небо снизу я делаю чуть-чуть более светлым. Вот так вот. Угу. Теперь беру белую и вот парочку, один раз мазнула, парочку каких-то облачков вот с этой более правой стороны я вот так добавляю какую-то легкую морскую ветреную облачность, такую разгоняю тучи. Видите, не полностью затираю в однотонность, а где-то у меня более яркий белый след, а где-то он вот так вот оп, и унесла его, да. То есть не однотонно белая мазнюшечка, а какие-то вот такие вот перекаты от более насыщенного белого к такому вот ненасыщенному. Теперь я сразу рисую маяк. Он у меня стоит вот здесь, да, вы можете себе обозначить, где он у вас стоит, такой вот полуулыбкой. И обозначить его вершину. Вот она будет здесь у меня, полуулыбкой. Сразу себе его очертите, да? Такой чуть-чуть трапецией кверху островатой. Закрашиваю белым специально по непросохшему голубому, чтобы без больших стараний получить легкие оттенки моря и неба на своем белом маяке. Вот так вот. Оп. И он уже как бы не чисто белый, да, а такой с примесью цвета. И смотрите, когда он с такой легкой потертостью цвета, пусть с этой стороны у нас остается эта тень, а вот отсюда у нас будет светить солнце, и поэтому белой красочкой густо я набираю ее, и вот так погуще с этой стороны вот так поглаживаю свой маячок, с краю понасыщеннее, а к центру плавненько свожу на нет. Вот получается на нем такая свет и тень. Вымываю кисть.
перехожу к земле. Смотрите, земля у меня здесь, она как бы желтая. Здесь такое вот августовское море для меня лично. Я вообще рисую маяк Старханкута по своим личным ощущениям. Такая степь. Смотрите, берете желтую красочку, да, тут грязненько, отлично подходит. К ней добавляю немножечко красноты, получаю оранжевинку. Это мы сейчас убираем. Легкую оранжевинку. И к этой оранжевинке совсем капелюшечку вот этого темного синего. Или голубого, ну совсем капелюшечку. И получаю вот такой охристый, желтоватый, грязноватый цвет. Он еще называется, можно его назвать золотым, да, но вот это охра, такая степная, солнечная. Вот этим прекрасно подходящим нам цветом я вот так под маячком аккуратненько очерчиваю или отчеркиваю, да, правильнее. Вот так дорожечку. Дорожка расширяется. Она ведет к маяку, ко мне она сюда ближе, вдали от меня она уже. Этим же цветом, я его намешала мало, чуть-чуть воды добавлю, я сразу делаю вот такую вот солому. Край моря прихватываю, ничего, за первым разом она вся не перекроется, но это не страшно. Опять-таки вдалеке туда меньше, вблизи выше. Еще воды. Вот, и то же самое. Здесь просто, да, вот она как бы немножечко будет на дорожку заходить. Пока мы просто покрыли базовым цветом в направлении того, как у нас тут, где дорожка, а где растет трава. Теперь мы делаем свет и тень. Начнем с тени. Смотрите, вот к этому охристому цвету я его побольше сделаю, желтый. Чуть-чуть красноты смешиваю, получаю более насыщенный оранжевый, чем перед этим. Туда еще чуть-чуть совсем синенького. Получу красноватый, еще синенького. И уже более коричневый, и еще синенького. И вот такой даже холодный коричневый, даже с легкой примесью зелени подходит идеально для вот нашей такой сухой травы. Там может быть какой-то еще зеленый оттеночек. И смотрите, я добавляю тень. Если здесь свет, то с противоположной стороны всегда тень. И вот, значит, здесь у меня она снизу вот такими вот отрывистыми мазочками с самого низу. Краски должно быть щедро на кисти, да, чтобы было чем красить. Я подтемняю свою травичку с промежутками, с прожилками. Теперь вот здесь я отделяю, да, у меня вот дорожка, а вот трава. Я снизу опять-таки подтемняю свою травку. Вот, и туда все уже ухожу. Вот, подтемнила траву. И теперь моя дорожка тоже чуть-чуть темнит вот по вот этой вот левой части, да. Тоже опять я показываю, что здесь она шире темновато, а здесь вот так. И вот где-то там под маячком тоже какая-то легкая за маячком темнота, да, он тоже отбрасывает тень. Тут непроизвольно хочется добавить. То есть вся тень добавилась по левой стороне. Вымываю кисть. Теперь к этому цвету я беру белую и желтую. Вот на базе этого коричневого я смешаю белый с желтым, получу очень светлый оттенок, но немножечко коричневатый, да. И этим цветом, смотрите, во-первых, я забелю себе дорожку. Но он все равно довольно не такой светлый, как мне нужно. Я еще и белого возьму прям на кисть. И вот сюда я себе засветляю дорожечку. Угу. А теперь этим же цветом я сразу все-таки возьму еще на кисть немножечко вот этого светло-желтого, да. Я сразу вот так вот травичку подсветляю верхушки. Вот так вот такая бело-желтая трава, особенно верхушки. Видите, и закрылся мой стык там моря и травы, да. Вот такими вот мазочечками. Теперь этой же кистью специально не мою, еще кое-где прямо чуть ли не белым вот пройдусь, да, он так смешивается с предыдущей краской, уже не такой чисто белый. Но мне нужны такие еще более светлые мазки. Вы поняли, нужны именно контрастные мазочки, да, вот светлого. Со светлым у нас пока порядок, а темноты мы сейчас с вами еще поддадим. Усилим этот контраст, потому что чем ярче на улице, чем ярче светит солнце, тем насыщеннее контраст всегда.
А у нас яркая солнечная погода, поэтому все очень такое объемно-контрастное. Вот к этому коричневому капелюшку я возьму черного, смешаю, но только совсем капелюшечку, да. Получу прям такой очень темный коричневый, супер. Только вот это светлое не подмешивайте. Если сюда попадет белый, он перестанет быть светлым, даже чуть-чуть, и станет таким пастельным. То есть вот это светлое не должно сюда попасть. Вот коричневый с капелькой черного, никаких белил там нет. И вот еще я по траве кое-где пройдусь по нижней темной части. Ну и немножечко заходя на светлое. Да, я не боюсь, чтобы они встретились, но не злоупотребляю этим. По вот этой траве снизу тоже, да, где у нас была темнота вот эта коричневая, мы еще добавим такой супер коричневой темноты. Вот. И по дорожке, может быть, кое-где. В принципе, на самом деле дорожка сама по себе очень светлая. Ну, на нее полностью попадает солнце прямо сверху. Ну, кое-где от травы может попадать какая-то тенюшечка. И теперь, смотрите, мне хочется вообще просто такого тепла этой дорожки, поэтому я беру чисто желтый, ну, может быть, с вот этими белилками. И кое-где просто добавлю цвета. У меня такой насыщенный яичный желтый. И вот этим желтым я просто прогуляюсь, чтобы все было не такое, только бело-коричневатое, а вот и чисто цвет желтинки тоже сюда попал. Что делать вот здесь? Дорожка и трава, стык, да? Но вот мне нужно все-таки дорожка, скорее всего, ровная, а трава, скорее всего, не сильно на нее заходит. Поэтому я еще раз возьму коричневый, красный, синий, желтый. Видите, по-быстрому себе смешиваю коричневый. И вот эту травичку здесь снизу подтемню в направлении того, как она растет. И дорожку тут тоже немножко подтемню, но уже и сюда заберусь. И смотрите, видите, у меня на всей протяжении всей дорожки одинаковая контрастность. А на самом деле вблизи всегда контрастность более насыщенная. Какая-то тень или какие-то травинки пусть на дорожку спадают. То есть я прямо из этого свежего темного на светлый захожу и просто запутаю этот стык. А вот здесь вдалеке я эту контрастность вообще хочу приглушить. Там уже я сильно не вижу, да, настолько. Вот, все. Привели это все такую травяную. И дорожку делаю более однотонную. О, пойдет. Теперь, смотрите, займемся маячком, самым интересным. Вы поняли, чистых цветов мы не используем. У меня красная дверка, но не чисто красная, а я возьму красный с вот такой коричневинкой, смешаю и нарисую здесь вот такую вот круглую дверь кирпичного цвета. А чтобы придать ей красноты, по правой части, более солнечной, где цвет более чистый, добавлю красненького. Видите, у меня появилась тень с этой стороны свет. Теперь черный, опять-таки чистый черный использовать не буду. Беру черный с коричневым, вот этим смешиваю, получаю черный, но не черный, да? Такой немножечко с какими-то примесями. Вот эта фиолетовинка у меня какая-то там, где был просто красный с голубым. И вот этим черноватым коричневым я рисую одно окошко, так небрежненько. И вот тут вот второе окошко, такое же полукругом. Теперь смотрите, лишнюю краску с кисти убираю. И у меня будет идти вот так вот маячок, вот таким полубугорочком. Стараюсь рисовать небрежненько. Здесь над дверкой я рисую такой вот навес. Тоже какой-то такой небрежненький, специально по непросохшим. Какую-то ручку, может быть, что-то там такое. Теперь смотрите, я рисую. Тут вот у башни есть такая, какая-то, наверное, там еще башня. Я точно не знаю строение маяков. Это надо вживую разбираться, может, на экскурсию сходить. Теперь смотрите, на ней вот такая вот башенка, а на ней вот такая вот крышенька. Это я верю картинке, с которой я взяла эту идею. Вот. И такой вот шпиль. Постарайтесь так увести. Теперь смотрите, у нас есть у маячка вот такой забор, который его ограждает, да? Он тоже немножечко расширяется кверху. И вот так вот небрежно вы добавляете ему таких вот. Ну, небрежность мое второе имя. Поэтому, вот, мне кажется, небрежно будет оно. А если сильно стараться, то будет что-то не оно.
Вот. Какую-то темноту мне захотелось сюда, вот эту вот когда черно-коричневую кое-где вот так буквально тонкой кистью пару травинок добавить тоненьких, темных. Смотрите, как хорошо они заиграли здесь. Угу. Вот. Ну и, конечно же, на этом всем тоже есть свет. Я беру белый, смешиваю с вот этим, беру чуть-чуть желтинки туда. А может быть, вот эту вот желтиночку, да, возьму сразу белый с желтым. Сюда. Получаю такой серый, но на основе белого с желтым, да, не просто белого. Это очень грязный серый. И, конечно, так вот по башенке гуляю по левой части, где у нее свет. По ее форме добавляю каких-то бликов. Мне этих бликов хочется, конечно же, немножко на окошке. Вообще на все черное, что мы нанесли. Чисто черным мы его не оставляем. А гуляем вот так вот. Раз, два, раз, два. Так, вот. И вот, конечно, по навесику, да. Ну, может быть, этот цвет я где-нибудь опять внесу вот здесь. Вы поняли, темный наносить в самые темные места, максимально слева и снизу, да, а светлое в самые светлые места. Чем светлее, тем выше, да, справа и сверху. И вот этот контраст, он так друг на друга надвигается, где-то в середине вот этот средний желтый цвет у нас. А так темное и светлое сходятся друг к другу к базовому цвету. Тогда появляется форма. И, конечно же, более резкие мазочки, особенно на переднем плане, да, более резкие травинки. Не растереть ни в коем случае это в однотонность. Это передний план, он должен быть вот такой вот контрастный. Очень темные травинки, да, и вот такие вот очень светлые травинки наверху, но очень четкие. Видите, тоненькой кисточкой хочется добавить таких деталек. На дорожку можно здесь на переднем плане светлых таких белых с вот этим вот желтоватым травинок напустить. И поприкрывать нашу дорожку, которая ведет к маяку, возможно, заброшенному, да. Так вот, соломка. И, конечно, вот этим светленьким я вот здесь вдалеке чуть-чуть контрастность приглушу, как я и хотела. Там травинки, скорее всего, мелкие, какая-то чаще и вообще. Видите, какая маленькая дверка, там, ну, там поле, не травинки. Там четких травиночек не видим. Вот, а на переднем плане вот такая вот, конечно, как хорошо маячок заиграл, да, с бликами. Ну и для нюансика можно взять белую красочку, да и пару чаек. Ну как это маяк, а чаек нету. Таких небрежных черкнуть. Чайки — это буковка В английская, да. Добавьте их разного размера, каких-то маленьких и побольше. Вот. Вот так вот. Как-то так. Или какой-то парус вдалеке. Ну, это уже так нюанс, но очень маленький и очень буквально, вот знаете, как я называю, родинкой на лице, да, какое-то такое маленькое небрежное украшение, но которое играет свою роль. Вот я думаю, как-то так. Я бы небо, кстати, снизу все-таки сделала посветлее. Сразу я этого не сделала. А сейчас просто возьму и кое-где вотру то ли облачность какую-то, то ли какую-то дымочку такую. Нанесла и пальчиком по-сухому вот так вот затру, чтобы она присутствовала. Ну, как-то так.